Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, а это 50 дней хардкора в State of Decay 2. В игре на выбор дается аж 5 сложностей. Первые 3 вообще не рассматриваем, а вот 2 другие нас как раз таки интересуют. Сначала я начал выживание на смертельной сложности, но тут есть одна проблема. Зомби спавнятся из воздуха, и из-за того, что на смертельной сложности урон выше, и когда я сбивал гнилика, то выбраться из машины не успевал, как уже погибал. Была не одна попытка, и я решил перейти на кошмарную сложность. И знаете, разницы я особо не заметил. Зомби также спавнится из воздуха, но урон поменьше. И я успел выпрыгнуть с машины. Поэтому идем на кошмарной сложности. И тут у нас один день равен 1,5 часа реального времени. Это очень много. Учитывая то, что ночь тут не скипается. Ну, тут сон есть, но ты просто держишь за другого персонажа. За большое количество попыток я успел поиграть на разных картах. И выбрал рандомную. И выбрал 3 выживших. Норберт — лекарь. Стивен у нас будет заниматься строительством. Кейси в будущем станет командиром этой группы. Появляемся с раздолбанной тачкой, без бензина. Заглядываем в багажник, и там у нас 2 мешка с едой, болеутоляющие, и самое ценное — это набор инструментов. Один мешок с едой дал Норберту, починил машину, а бензина так и нету. И теперь надо осмотреться, что вообще вокруг нас находится. Сразу же дикарь, отлично. И крикун. Класс! И не успеваю я никуда уйти, как сразу же ко мне подбегают всякие местные жители. Надо бы залутать этот большой туалет. Из интересного, в этом туалете я нашел только мешок с медикаментами. Пока машины нет, идем пешком. И по пути я залутал еще фруктовую лавку, где нашел семена, еще один мешочек с едой, который я заберу потом, потому что наш персонаж может найти только один мешок с едой. Ну или любой другой мешок с ресурсами. И вот мы подошли к месту, которое можно занять на первое время. Но перед этим надо очистить это место от зомби. Все, дом зачищен, можно обживаться. Скинул все мешки, и таким образом у нас вышло 12 еды, 5 медикаментов, 0 патронов, 3 материала и 0 бензина. Переключаемся на Кейси, идем на поиски материалов. Ну и сразу же находим мешочек, а также рюкзак и петарду. И скидываем это на базе. Построил мастерскую, залез на вышку мобильной связи, осмотрелся, что у нас есть поблизости, и лутаемся. Мною были найдены мешочек с патронами, топорик, и самое интересное — это пистолет. Огнестрельное оружие, это хорошо, но патронов мало. И улучшение, хранилище поддонов. Что оно делает, не знаю. Еще нашел мешочек с материалами и ремонтный набор. И вот это вот, арбалет. Я как Дэрил из ходячих мертвецов сейчас буду. Вай! Скинул все на базе и начал строить медпункт. Осмотрел карту в поисках бензина, и я нашел место, где оно может находиться. И пешочком начал аккуратно туда продвигаться. И набрел на дикаря. Одним метким выстрелом, или не одним, но метким, враг был повержен. Ну, по пути были магазины, их я тоже решил залутать. Канистра есть, так еще и мешочек нашелся. Отлично. Отнес все домой. В мастерской изготовил арбалетные болты. Просто подойти к машине не получилось. Везде вот эти вот крикуны, гнилики и дикари ходят. Заправил машину. Все, врубаем Вин Дизеля и поехали. Припарковал ее рядышком со своим домом. И теперь можно на машине ездить на вылазки. Так и было задумано. И это трюки. Ну, багажник у этой машины, конечно, не очень большой, но хоть что-то. Слутал еще заброшенную клинику и галерею. И еще я умудрился прокачать у Кейси интеллект. И взял навык исполнительности. Да, что-то боевой дух у них совсем не боевой. Переключаемся на Стивена, и у него задание поймать воришку. У нас кто-то что-то украл. Тварь! Я вооружился и отправился на точку, где был этот воришка.
Так он мне, оказывается, так просто отдал мешочек и убежал. А я думаю, сейчас надо будет в него стрелять. Ну ладно. Этот дебил там сейчас всех сагрит. Ой. Я закрою дверь и буду тихонько лутаться. Пока за окном кричат крикуны. Класс. И тут лута очень много. Там и учебники. Я все заберу. Все мое. Мини-холодильники. Там улучшений много было. Машину пришлось даже подогнать поближе, чтобы далеко не бегать. И рядом с нами появились заблудшие горожане. Пока что это нейтральная фракция, но мы с ними будем дружить. Пусть разберутся с зомби, у них патроны бесконечные, а у меня нет. Я постою, подожду. Поговорив с ними, я узнал, что им нужны образцы зараженной ткани. Ну и отправился гасить чумных зомби. Ну и собрав эти два образца, я отдал их заблудшим горожанам. И за это я получил 500 влияния, это местная валюта. И теперь они мои друзья. Так еще и дали мне мешочек топлива. Но в торговле у них пока ничего интересного нету, только мешочек материалами. Вокруг слишком много скоплений зомби, стаи зомби и вот этих вот дикарей, гнилых и крикунов. И чтобы повысить боевой дух, я пошел их гасить. Горожане попросили топливо мешок, который они мне только что дали. Ну я им пришел, отдал. Вот вообще, зачем отдавать, если вам надо? Сотка влияний, класс. И в торговле у них уже появились ремонтный набор, что мне очень нужно. Вообще их так мало, а машины такие хрупкие. Ну и учебнички. Рядом все это время был военный блокпост, и пора бы его залутать. В поисках оружия тут как раз пистолетик и пару патронов. И откуда-то появился таинственный радиосигнал. Куда я решил отправиться? Взял Кейси и поехать. Приехав на точку, Кейси сказал, что этот сигнал был приманкой, а здесь ничего нет. Контейнер должен быть где-то здесь. Надо искать. Видимо, контейнер упал слишком громко, и тут уже стая бродячая образовалась, которую я всяческим образом пытался отвлечь от меня. И перебивал. Такие глупые зомби. Ой-ой-ой. И не успел убить крикуна, схлопотал заражение. Классно. Поехал домой, что был заражен, но тут увидел значок сброшенного груза. Не заметил я этого гнилика и чуть не помер. Подошел к этому грузу, и тут тебе оружие, и патрон, и записка, и шляпа. Не, ну шляпа нужна, а все остальное не очень. Пришел домой, у меня осталось 4 минуты, чтобы спасти Кейси. Я не мог его потерять. Чтобы его вылечить, мне нужно было 5 образцов кровавой чумы. Да, надо искать. А вернее добывать. Чем я и пошел заниматься лекарем. Кстати, когда я подготавливаю вакцину лекарем, то мне нужно всего лишь 3 образца чумы. Это хорошо. Делаем укольчик Кейси, братан, живи. Появился торговец, и я бегом направился к нему. И она продавала различные улучшения, оружие и патроны. Из всего этого я взял только мешок с патронами, опять немного трюков. И прибыл к еще одной группе выживших зашивателей ран. И им нужна была помощь в защите от налетчиков. Но мы их загасили. Ну как мы? Я. И можно было залутать налетчиков. Вообще классно. У них оружие. В общем, все самое лучшее. Они, после того, как погибли, они превращаются еще и в зомби. Это прям как в ходячих уже, а. Кто смотрел сериал, а? Ну-ка. Все, они мои кенты, дали мне мешочек с медикаментами. Кайф. И отправился ночью уже домой. Приехал домой, и тут уведомление. Зомби создают вашу базу. Это уже какой-то 7 Days пошел. Кстати, слабенько было на самом деле. Я больше боялся. В группе у Кейси положение героя, и мы можем назначить его как лидером. Эта ночь была самой сложной, самой интересной, самой трагичной. Появилась новая группа выживших, разведчики, и они продавали оружие, много оружия. Закупился там патронами и направился на базу. Но я этого гнилика даже не задел никак. Но, видимо, игру это не волнует. И тут начал зомби кругом, дикарь. Попытался убежать, но дикарь все-таки меня настиг. Мы потеряли Стивена. Пришел к разведчикам, им нужен был один мешок с топливом. Я ей, конечно, дал, получил 100 влияния и завербовал Паттерса. Ты будешь Галя. Никаких Паттерсонов, что за, и пойму, что за имя такое. И группа распалась. Навыки у нее, скажу вам, очень даже ничего такие. Боевая Галя. И на утро третьего дня Галя поехала на помощь зашивателям ран. Тут машина горит. Я уже и призрачный гонщик прям какой-то. Встретил внедорожник рейнджера и мною было решено пересесть на эту машинку, дабы она не горит и можно выжить. Ну и багажник у меня, наверное, будет побольше. Поэтому я заправил машинку и поехал. Клинику они решили установить, конечно, в очень удобном месте. В доме справа находится чумное сердце. Помчался я домой, врезался и застрял. Тут крикуны и зомби нападают. Сейчас
будет очень плохо. Но я со всеми расправился, и каким-то чудесным образом машина могла выехать. Едем домой. Появилась еще одна группа выживших, находчивые. Подогнал им мешочек патронов, и боевой дух слишком низко пал. Надо уничтожать скопление. Срочно! Находчивым еще подогнал мешочек с материалами и продал им всякий мусор, который, кстати, дорого стоит. И после этого завоевал Джеффа. Джефф, амиго, я прикольный чел. Привел его домой, и у него в инвентаре есть то, что я продавал им. Easy money. Может быть, перепродать. И боевой дух уже хотя бы в ноль почти ушел. На этом спасибо. Зашивателям ран снова нужна моя помощь. Мчусь. Теперь нужен генератор. Ой. Прошу прощения, генератор найден, отдаем зашивателям ран, получаем свои 200 влияния и закупаемся мешками с медикаментами. Кейси уже хочет спать, как я тебя понимаю, братан, но опять таинственный радиосигнал. Находим лут. Блин, лут приятный все-таки, вот побольше вот этих вот сбросов было, а? Кинул все дома, кстати, я построил огород. Жрут слишком много, блин. Горожанам отдал мешок медикаментов и продал им весь мусор. Истребил пару мутированных зомби, и рядом появилась машина. Это очень похоже на импалу из сверхъестественного, только на белое и поломанное. Материалы закончились, пришлось побегать их поискать. И появилась новая активность. Меню неожиданностей. Будут появляться как хорошие, так и плохие. И сейчас неожиданность такая. Зомби, у которых синие глаза, при убийстве они взрываются. Чумным лекарям отнес склянку с вакциной и думал, сейчас попробую с ним поторговать, но они просто взяли склянки и убежали. Еще один дроп, только другой уже на этот раз. И такой интересненький. На базе дурачки подрались, я сейчас ремень достану, по жопе дам. Улучшил мастерскую до 2 уровня. И появился еще один торговец, у которого я взял улучшение для машины. Установил улучшение на внедорожник. Это что за безумный Макс пошел? Вай. Пора бы уничтожать чумное сердце. Вооружился всем, что у меня было, и поехал. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No, they go. Чумное сердце уничтожено. Я могу нас поздравить. Осталось еще 16. И в чумных сердцах лут еще есть. Неплохой, между прочим. Следующая неожиданность была одинокий рейдер. Куда я поперся? На нас там зомби напали. Залез на машину, думал, зомби на нее побегут. А нет, на меня. Так я, она еще на меня давай стрелять. Одна шальная пуля, у меня осталось там печунчик хп. Бегом домой. Хочу жить. Машина горит, что делать? Так еще и зомби собираются атаковать мою базу. Классно. В этот раз было в разы сложнее. Пришло много крикунов, гниляков и джаггернаут. Но на мое удивление, полностью заразился только один. Остальные чуть-чуть получили заражение. Одинокого рейдера добил, но у нее ничего особо интересного я не увидел. Медикаментов очень мало. Делаем аванпост. Надо было делать это раньше. И у выживших наконец-то боевой дух оптимизм.
Да неужели? И аванпост сразу же улучшаем до 2 уровня. Поехал выжившего на помощь, и я потерял импалу. Она сгорела и взорвалась. Дин меня убьет. Пришлось искать ремонтные наборы пешком. Колтался, но зомби меня все-таки куснули. Еле живой добежал до дома, починил свой бронированный джип, заправил и вернулся к выжившим, которым нужна была помощь. Ей нужно было всего лишь болеутоляющее. И ее можно было принять себе в группу, что я, естественно, сделал. Одна она не выживет. Боевой дух снова упал. Да что ж такое-то? Кровати не хватает. У зашивателей ран закупился 7 мешками с медикаментами, и у них похитили подружку. Я согласился им помочь. Боевой дух у нас снова оптимизм. Приятная неожиданность. Теперь я продаю всякий мусор дороже, чем было раньше. Отвез 2 выживших из зашивателей ран домой, и задание выполнено. Поехал на вылазку, и внедорожник сгорел. Придется идти 1,5 километра пешочком. Но мне повезло, я нашел пассажирский микроавтобус. Как хорошо то, что я взял с собой канистру с бензином. А приехал я для того, чтобы рядом с зашивателями ран уничтожить чумное сердце. У меня было 2 бомбы, и этого вполне хватило, чтобы быстро уничтожить. Кайф. Лут опять тоже меня радует. И я уже думаю переезжать с маленького домика на просторное местечко. И нахожу место рядом с зашивателями ран, чтобы я не нуждался в медикаментах. Но почему-то все еще место это заражено. Надо найти чумное сердце и его уничтожить. Нашел искателей приключений и дал им образцы чумы. Новые кинты. И вот я еду, никого не трогаю. 3 гнилика. Чуть не врезался. Сдаем назад. А помните? Я говорил, что гнильки с неба падают. Ты еще на мою машину прям заспавнился, а? Отыскал я чумное сердце и уничтожил его. И склад теперь мой. 6 человек, 1500 ления, до свидания. И надо заняться строительством. Тут большую ферму строю. 2 единицы еды. Сюда. Мастерская, медпункт. И тут есть вышка, которая будет стрелять. Надо еще искать патроны. Поехал к волчьей стае. Машина горит. Мы ее теряем. И у них было очень интересное задание. Отстрелить руки зомби. Я уже почти... Вот 1 штучка осталась. И деваха погибла. И здание провалилось. У меня нет ни патронов, ни хрена. Кое-как нашел машину, заправил ее и поехал на базу. Приехав на базу, вижу, что у меня 1 единичка еды остается. Это очень плохо. Лечим нашу девчонку, Галю, и надо занимать аванпост с едой. Какое же крутое тяжелое оружие на самом деле. Я прям кайфую с него. Занимаем аванпост с едой, еда будет потихоньку капать. Мы еще улучшим, все у нас будет хорошо. Еще нам надо найти механика, чтобы делать ремонтные наборы, чтобы машина так не ломалась. Ну а пока пытаемся только найти. Попытался отманить от своей базы 2 джиггернаутов. Боевой дух уже в минус не уходит. Это уже хорошо. Поехал убрать скопление, но что-то пошло не по плану. Минус машина, почти минус Кейси. Домой бежим. Я заметил то, что медикаменты в день тратятся -2. И написано царапины и ушибы. Я решил вылечить всех. И подумал, что не будет такого. Но это было зря. Ну хорошо то, что у нас есть зашиватели ран поблизости. Можно будет закупиться. Поизучал улучшения, которые я нашел. У нас есть генератор. Можно будет его поставить. У нас будет электричество. И у нас есть добыча воды. Тоже очень хорошо. И появилась новая активность. Домики с патронами. Ну патронов там не очень много, поэтому не так интересно. Скоплений стало слишком много. Надо заняться очисткой. На шум прибежали остальные. Так еще и джиггернаут. Собрался уезжать, уехал, называется, минус машинка. Сбегал, починил красненькую машинку и поехал на помощь выжившим. Его нужно было отвезти к выходу из этого города. Я его отвез, и он поделился со мной припасами с топливом. У торговцев скупал все мешки с припасами. На базе заброшенные шкафчики, оказывается, нужно разбирать. Я думал, это работает как склад, но нет. Там может находиться какая-то добыча, но... Вся добыча там была просто на продажу. Продолжал очищать места скоплений, но что-то пошло не по плану. Джеффа разорвал джиггернаут. Эти за Джеффа, тварь. Появляются торговцы, скупаем у них мешки с припасами и улучшения для огорода. Потому что жрут наши выжившие слишком много. Снова минус машина. Где мой механик? Появился очень интересный торговец, который продавал пресс для изготовления патронов. Что я и взял. А именно
пресс для изготовления патронов 7,62 и калаш, и все мешки с патронами. Поехал на помощь к выжившим. Они просили о помощи разобраться с другими выжившими, которые напали или украли у них что-то. Зомби осаждают базу довольно-таки часто из-за большого скопления. Появилась новая группа выживших. А моя машина так и продолжает ломаться. Механик, я тебя ищу. Так как около красной машины ошивалось много зомби, я решил починить свой внедорожник, бронированный. Помог новоприбывшим с материалами и пошел уничтожать чумные сердца. И ночью новоприбывших кто-то истребил. Убийцам не место в нашем городе. Шла вон! Быстро! Нашел Джуниора, отдал ему вакцину и принял его к себе. Дал ему книжку с навыками механики, и наконец-то у нас есть механик. Наконец-то машины не будут ломаться. Кайф! Какое счастье! Занял аванпост с патронами, улучшил ферму, улучшил командный центр до 2 уровня и поставил на него антенну. Теперь у нас есть 4 ячейки для аванпостов. Улучшил аванпост с едой. И я попал в очень щекотливую ситуацию. Вот эта вот область фиолетовая захвачена черным чумным сердцем. Я заехал полным баком бензина. Вот эта вот область весь бак бензина высосала просто за секунду. И сразу же ко мне набежала орда зомби. Ой, как выжил. Сумел забраться наверх. Персонаж хочет спать. ХП нету. Патронов нету. Нифига нету. Я думал уже все. Конец. Так еще и осада моей базы началась. Вообще весело-то как. Ой-ой-ой. Ну бегу. Что ж мне еще делать? Когда все-таки зомби меня нагнали, я уже все. Осознаю, что мне конец. И надо будет все начинать заново. Но у Кейси совершенно другое мнение на это. Он как встал и как побежал. Не знаю, с какой помощью я добежал до вот этой вот синенькой машинки. И там есть бензин. И мне осталось только спокойненько доехать до базы. На базе сразу же отхилил себя. Начал отбиваться от осады. В доме, где была группа местных жителей, появилась новая группа бесцельные бродяги. Помог с едой и отправился уничтожать чумное сердце. Время-то поджимает. Пришел на помощь к искателям приключений. Хотел им помочь, но зомби было слишком много. В рации увидел функцию призвать торговца за престиж. А почему бы и нет, если это бесплатно? Приехал к нему навстречу. На продажу особо интересного я ничего не увидел, но взял с собой зажигательную бомбу. Занял аванпост с материалами. Продавал накопившийся хлам зашивателям ран. Улучшил аванпост с материалами до 2 уровня. И аванпост с боеприпасами до 2 уровня. Сделал себе 55 патронов, 7,62. Этих патронов хватает, чтобы уничтожить чумное сердце. Надо добыть где-то побольше мешков с патронами. Сделал еще 55 патронов, 7,62. И пошел уничтожать еще одно черное сердце, чтобы потом облутать всю эту область. Но по пути к черному сердцу встретил выжившего, и ему нужна была моя помощь. А она мне дала лакон какой-то непонятный. Ну что, дают, бери, бьют, беги. Я его использовал, и мы сели в машину. Набежала куча зомби, но нас они почему-то игнорировали. Отвез ее группе, и она дала выбор. Либо 3 флакона, либо 1 станция очистки. Что за станция очистки, я не знаю. Она взяла 3 флакона. Мне подсказывает, что надо было брать станцию. Подъехал к чумному сердцу, залез на машинку и начал расстреливать это чумное сердце. Теперь мне предстоит залутать большую область. Ресурсов много не бывает. А чтобы каждый раз не ездить на свою базу, решил тут занять аванпост медикаментами. Это мне как раз таки и нужно. Появился таинственный радиосигнал. Отвез ее к фургону, там были ресурсы. Она просила только арбалет, я его отдал. Все остальное себе. И теперь этот микроавтобус мой. Починил, заправил. И вот столько я налутал всего. Материалов налутал аж 50 штук. Мог спокойно улучшить мастерскую до 3 уровня. И съездил за сбросом от Клео. И в этом доме опять что-то произошло. Опять всех убили. Что за мистический дом какой-то, я не пойму. Нашел этого типа. Арбалета, давай, шел вон отсюда. А спрятался он на месте, где можно разместить аванпост с артиллерией. Это что, оттуда стрелять можно? Да ладно. Микроавтобус я свой укрепил. И был еще один труп, которого я лутал. Что-то мне это уже не нравится. И появилась враждебная фракция. Незамедлительно я пошел ее истреблять. Как только они выглянули из домика, я в них кинул гранатой ядовитой. Отчего они все задохнулись и погибли. И в мастерской я теперь буду изготавливать мешки с патронами. По 2 штуки. Крафтятся, кстати, они довольно-таки дешево. Осталось совсем немного.
Всего 3 чумных сердца. Подъехал к границе черного чумного сердца и пешком побежал до него. Зомби с синими глазами чуют меня за километр, как бы я ни передвигался, и спавнятся они очень активно. Добежал до этого сердца, и на него ничего не действует. Ни огонь, ни выстрелы, ни арбалет, ничего. Меня заразили, пытался убежать, но меня поймали. Еще один погибший. Взял импалу, чтобы доехать до этого места, и смог отдать 5 образцов чумы и выяснить слабость. А слабость была взрывчатка. На базе скрафтил и собрал всю взрывчатку, которая у меня была. И опять персонаж хочет спать, нет хп, и я не взял с собой ни бинтов, ни энергетиков. Но чумное сердце я уничтожил. И осталось только дойти до машины. 3 минуты. Я успею до дома и вылечить Кейси. Но один укус, и у меня остается меньше минуты. Я понимаю, что я уже не успею, но от безысходности жму газ в пол и еду. Выживание, к сожалению, провалено. Прошу прощения, что так вышло, но выживание надо закончить. Осталось всего 2 чумных сердца. Всего я выжил 50 дней. За 20 дней я уничтожил все чумные сердца. Но финальных титров и финальной катсцены я так и не увидел. Почитал по этому поводу, игра скорее всего забагалась. И никак ее разбагать у меня не получилось. Так что выжил я 20 дней, а остальные 30 дней я просто залутал всю карту и ждал финальной катсцены, так и не дождавшись.